Здравствуйте, друзья! Шокирующие факты о кариесе. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Шокирующие факты о современной стоматологии и альтернативных методах лечения кариеса. Бактерии не вызывают развития кариеса. Зубы имеют возможности самовосстановления и в здоровом виде специальной жидкостью очищают себя сами. Бактерии не главная причина кариеса. Фундаментальная теория современной стоматологии была выведена в 1883 году врачом В.Д. Миллером. Он обнаружил, что если поместить удаленный зуб в ферментирующую смесь хлеба и слюны, то на зубе появлялось что-то похожее на кариес. Он предположил, что кислоты, выделяемые микроорганизмами во рту, разлагают зубную ткань. Однако сам доктор Миллер никогда не верил, что бактерии являются причиной кариеса. Он скорее полагал, что бактерии и выделяемая ими кислота участвуют в процессе разрушения зуба. Но что важнее всего, он считал, что крепкий зуб не может разрушиться. Доктор Миллер также писал, что вторжению в микроорганизм всегда предшествует снижение количества минеральных солей. Проще говоря, сначала зуб теряет минералы, и тогда микроорганизмы могут причинить вред. Спустя 120 лет наука стоматологии придерживается теории доктора Миллера, упуская при этом самую существенную информацию. Сейчас считается, что кариес возникает, когда продукты, содержащие углеводы, сахара и крахмалы, например, молоко, газированные напитки, изюм, торты, конфеты, часто остаются на зубах. Они создают благотворную среду для бактерий, которые в результате своей жизнедеятельности производят кислоты. Со временем эти кислоты разрушают эмаль зубов и приводят к образованию кариеса. Разница между теорией доктора Миллера, предложенной в 1883 году, и теорией, которой придерживаются стоматологи в наши дни, заключается в том, что защита зубов от разрушения обеспечивается за счет плотности и структуры зубной ткани, тогда как сегодня зубных врачей учат, что только бактерии являются причиной кариеса. Стоматологи уверены, что кариес почти никак не связан с питанием, не считая разве того, что пища прилипает к зубам. Современная теория разрушения зубов разваливается еще и потому, что белый сахар на самом деле обладает способностью обезвреживать микроорганизмы, так как притягивает воду. Микроорганизмы погибают в 20% растворе сахара. Бактерии действительно присутствуют при разрушении зубов, как его следствие, но большое количество сахара, потребленного одномоментно, убивает их. Если стоматология не заблуждается по поводу роли бактерий в развитии кариеса, то рацион с высоким содержанием сахара должен привести к их уничтожению. Восстанавливающая жидкость движется по микроскопическим канальцам внутри зубов. Гипоталамус обменивается информацией с околоушными слюнными железами посредством высвобождающего фактора гормона паротина. Когда гипоталамус передает сигнал слюнным железам, они начинают выделять паротин, который стимулирует движение дентальной лимфы, богатой минералами, по микроскопическим канальцам внутри зубов. Эта жидкость очищает зубную ткань и реминализирует ее. Когда мы потребляем продукты, вызывающие кариес, гипоталамус прекращает стимулировать выделение паротина, который помогает циркуляции зубной реминализирующей жидкости. Со временем задержка в выработке зубной лимфы приводит к разрушению зубов, которые мы называем кариесом. Тот факт, что околоушные слюнные железы отвечают за минерализацию зубов, объясняет, почему некоторые люди невосприимчивы к кариесу даже при относительно скудном питании. У них с рождения очень здоровые околоушные слюнные железы. Когда по команде околоушных слюнных желез движение зубной жидкости начинает идти в обратном направлении в результате плохого питания или по другой причине, то остатки пищи, слюна и другие вещества стягиваются по канальцам внутрь зуба. Со временем пульпа воспаляется, и разрушение распространяется на эмаль. Этот процесс разрушения связан с потерей нескольких ключевых минералов – магния, меди, железа и марганца. Все эти элементы активно участвуют в клеточном обмене веществ и необходимы для производства энергии, которая обеспечивает движение очищающей жидкости по дентинным канальцам. Следует отметить, что фитиновая кислота, содержащаяся в зерновых орехах, семенах и бобовых, обладает способностью блокировать всасывание всех этих крайне важных минералов. Гормоны. Хронически повышенный уровень сахара в крови нередко приводит к разрушению зубов или заболеваниям десен.
Если задняя доля гипофиза не может должным образом регулировать сахар в крови, это может привести к биохимическому дисбалансу, в результате которого кости будут терять фосфор. Главной причиной недостаточности задней доли гипофиза является белый рафинированный сахар. Неправильная работа щитовидной железы также может привести к разрушению зубов и развитию заболевания десен, потому что эта железа принимает участие в регулировании уровня кальция в крови. Чтобы восстановить нормальную функцию щитовидной железы, как правило, необходимо обратить внимание на работу передней доли гипофиза. У людей, принимающих лекарства, влияющие на щитовидную железу, могут возникнуть значительные проблемы со здоровьем зубов. На витамины. Присутствие жирорастворимого витамина D крайне важно для поддержания баланса кальция и фосфора в крови, без которого нельзя остановить разрушение зубов. Водорастворимые питательные вещества, называемые каротинами, не являются настоящим витамином А. Каротин содержится в моркови, тыкве и зеленых овощах. Жирорастворимый витамин А – это ретинол, и он содержится только в животных жирах. Когда наш организм здоров, он может посредством сложного процесса преобразовать каротин в ретинол. В зависимости от имеющегося запаса витамина А в организме вам может понадобиться в 10-20 раз больше каротина для того, чтобы произвести соответствующее количество витамина А. Витамин А принадлежит к разряду соединений, которые играют важную роль в функциях зрения, роста костей, размножения, нормального внутриутробного развития и клеточной дифференцировки. Влияет на здоровье костей и совместно с витамином D стимулирует и регулирует их рост. Витамин А снижает уровень кальция в крови, и это указывает на то, что он помогает организму более эффективно использовать кальций, а также способствует увеличению количества так называемых факторов роста, которые стимулируют рост и восстановление костей и зубов. Наибольшее количество жирорастворимого витамина А содержится в печени. Именно этим можно частично объяснить чудодейственное свойство печени заживлять зубной кариес. Главными источниками этих жирорастворимых витаминов служат молочные продукты, а также субпродукты, полученные от животных, которые питались свежей травой, и потроха и жир морских обитателей, выросших на воле. Существует множество исследований, предупреждающих о вреде слишком большого количества жирорастворимых витаминов А и D в питании. Большинство этих заключений стали результатом исследований витаминов А и D отдельно, либо в качестве синтетических добавок, а не в составе полноценных продуктов. Необходимо употреблять эти витамины только в форме пищевых продуктов с тем, чтобы организм мог их должным образом усвоить. Хороший суп лечит зубы. Ничто не сравнится с вкусным согревающим супом. Бульоны домашнего приготовления являются одним из самых действенных лекарственных средств для разрушенных зубов. В питании жителей швейцарских Альп, чьи зубы были практически неуязвимы к кариесу, супы подавались к столу регулярно, в течение недели. Бульон для питательных супов делают из костей, богатых хрящевой тканью, в частности из куриных, говяжьих или рыбных костей. Хороший бульон содержит много коллагена и застывает, если его поставить в холодильник. На основе говяжьего или бараньего бульона можно приготовить отличные подливы и соусы. Желеобразный коллаген способствует заживлению и восстановлению желудочно-кишечного тракта. Он улучшает всасывание питательных веществ. Каши с использованием алоэ или ржавого вяза также могут оказывать успокоительное действие на кишечник. Частью успешной программы доктора Прайса, предназначенной для предотвращения разрушения зубов, было почти ежедневное употребление говяжьих или рыбных супов. Говяжий суп готовят с большим количеством костного мозга. Самым лучшим бульоном для устранения кариеса является бульон, приготовленный из голов и хребтов дикой рыбы. Если есть возможность использовать субпродукты, то это еще лучше. Такой бульон особенно эффективен и наполнен минеральными веществами. В разных культурах мира, где люди отличаются особым здоровьем, понимают ценность супа из рыбьих голов. Съедаются и мясо, и глаза, и мозг рыбы, поскольку они изобилуют минералами и жирорастворимыми витаминами. Сахар. Различные виды пищевого сахара вызывают различную степень изменения уровня сахара в крови. Когда колеблется уровень сахара, это приводит к колебаниям в соотношении кальция и фосфора. Рафинированный белый сахар приводит к наиболее значительным колебаниям уровня сахара в крови, которые продолжаются 5 часов. Фруктовый сахар влечет за собой менее существенные колебания, но тем не менее они тоже длятся 5 часов. Мед приводит к наименьшим изменениям,
и уровень сахара в крови возвращается в состояние равновесия в течение 3 часов. Колебания уровня сахара в крови могут повлечь за собой повышение уровня кальция. Это происходит потому, что кальций вытягивается из зубов или костей, в зависимости от того, насколько здоровы или нет те или иные железы в вашем организме. Обычно частые перекусы способствуют кариесу, но не потому, что сам перекус чем-то плох или неправилен, а потому, что большинство людей выбирают определенные виды продуктов, чтобы перекусить. Типичным перекусом считаются продукты фастфуд, картофельные чипсы, шоколадные батончики, так называемые полезные батончики с орехами, белками и так далее, сухие завтраки и различные мучные продукты. Поэтому традиционная стоматология отчасти права. Частое употребление напичканных сахаром легкодоступных продуктов ведет к развитию кариеса. Но частое употребление овощей и продуктов, содержащих белки и жир, положительным образом сказывается на балансе уровня сахара в крови. Эти продукты не приведут к разрушению зубов. И здесь совет традиционной стоматологии избегать частых перекусов некорректен. Фрукты – это вовсе неплохой выбор, но многие едят их с избытком. Для многих фрукты ошибочно стали основой питания, вместо того, чтобы использоваться в качестве закуски, гарнира или нечастого угощения. Лучше всего употреблять фрукты с некоторым количеством жира. Хорошо сочетаются фрукты и сливки. Например, можно есть персики или клубнику со сливками. Некоторые виды фруктов хороши с сыром, например, яблоки или груши. Некоторые люди потребляют слишком много очень сладких фруктов. Сахар в них помогает утолить голод, поскольку является источником быстродоступной энергии. Однако фрукты не дают организму достаточного количества питательных веществ, подобных белкам, которые являются строительным материалом для нашего организма. Крупы опасны для зубов, если не удалять растительные яды. Приверженцы естественного питания приобщились к идее, что цельные крупы полезнее для нашего здоровья и продвигают эту идею среди населения. Но без тщательной предварительной обработки зерновых появляется масса разных болезней. Ученым удалось найти подходящее животное для проведения опытов по изучению цинги. Это морская свинка. Если давать морским свинкам корм с высоким содержанием зерна, то у них развивается заболевание, которое очень схоже с цингой, поражающей человека. Чтобы вызвать у морских свинок цингу, их кормили почти исключительно отрубями и овсом. Еще одна диета, вызывающая цингу, включала овес, ячмень, кукурузу и соевую муку. Диета, состоящая исключительно из овса, убивала морских свинок через 24 дня из-за цинги. Такая же диета вызывает серьезные проблемы с зубами и деснами. Тот факт, что цельные зерна служат причиной развития цинги, проливает свет на пагубность растительных токсинов, которые естественным образом присутствуют в зерновых и бобовых. Когда морских свинок кормили пророщенным овсом и ячменем, цинга у животных не развивалась. Это показывает, что процесс проращивания обезвреживает вещества, которые вызывают цингу. Исследования цинги в конце концов привели к обнаружению витамина, предотвращающего эту болезнь, который мы знаем как витамин С. Добавление его в корм морских свинок в виде сырой капусты, а людям подошла бы квашеная капуста, или апельсинового сока приводит к полному излечению цинги. Некоторые ученые, которые изучали цингу, подозревали, что недостаток витамина С не являлся основной причиной развития цинги. Они полагали, что витамин С скорее выполняет защитную функцию в отношении некоторого вредоносного вещества в рационе питания. Поскольку вызывающая цингу диета состояла главным образом из цельных круп, то вполне вероятно, что это вредоносное вещество содержится в зерновых культурах. Теперь мы знаем, что в крупах присутствуют многочисленные растительные токсины, а также лектины и фитиновая кислота, которые препятствуют всасыванию питательных веществ. Фитиновая кислота является запасником фосфора во многих частях растений, особенно в оболочке зерна и других семян. Значительное количество фитиновой кислоты обнаружено в зернах, орехах, бобах, семенах и некоторых клубнях. Фосфор в фитиновой кислоте находится в составе молекул, напоминающих по форме снежинку. Для животных с одним желудком и для человека фосфор не вполне биодоступен. Помимо фосфора, молекулы фитиновой кислоты удерживают другие минералы, в частности кальций, магний, железо и цинк, также делая их неусвояемыми. Однако отрицательные эффекты фитиновой кислоты могут быть в значительной мере снижены при помощи витамина С. Его добавление в рацион может противостоять блокирующему эффекту фитиновой кислоты в отношении железа. Вся эта информация служит убедительным доказательством того, что такие симптомы цинги, как мягкие рыхлые десны, приводящие к потере зубов,
являются результатом недостатка витамина С и излишнего количества зерновых и других продуктов с фитиновой кислотой. Возможно, удивительная способность витамина С излечивать и предотвращать цингу связана с тем, что он содействует всасыванию железа, баланс которого в организме нарушается, когда в рационе питания слишком много неправильно приготовленных круп, богатых фитиновой кислотой. Когда крыс и собак переводили на диету, приводящую к развитию цинги, у них проявлялась не цинга, а другая болезнь – рахит. Он известен тем, что вызывает сильное искривление ног у детей. Другие симптомы рахита включают мышечную слабость, болезненные или чувствительные кости, проблемы с формированием скелета и разрушение зубов. Чтобы вызвать развитие рахита, собак кормили овсом. Питание, вызывающее самую тяжелую форму рахита, состояло по большей части из цельных круп, таких как цельная пшеница, цельная кукуруза и пшеничная клейковина или глютен. Установлено, что рахит – это заболевание, связанное с нарушением метаболизма кальция, фосфора и витамина D. В одном исследовании отмечалось, что количество случаев рахита резко сокращалось в июне. Как упоминалось ранее, существует свидетельство того, что сливочное масло с высоким содержанием активатора X может предотвратить развитие рахита, а в июньском сливочном масле, полученном из молока коров, которые паслись на свежей зеленой траве, как раз и содержится большое количество активатора X. Проращивание зерен овса само по себе не приводило к ослаблению влияния цельного зерна на развитие рахита. Однако проращивание цельных зерен в сочетании с последующей ферментацией значительно уменьшили выраженность рахита. При питании, которое приводило к развитию рахита, зубы тоже начинали болеть. Существует известное нарушение способности зубов минерализироваться, которое связано с рахитом. В редких случаях у некоторых детей не прорезывались зубы. Рахит можно вылечить или предупредить при наличии достаточного количества жирорастворимого витамина D в питании. Это возможно потому, что витамин D улучшает всасывание фосфора и кальция из продуктов, в которых либо присутствует, либо отсутствует фитиновая кислота. И цингу, и рахит удавалось вызвать у разных животных во время лабораторных опытов при помощи диеты, которая состояла в основном из цельнозерновых культур. Связь между цингой и рахитом не является случайным совпадением. Ее также наблюдали и у людей. Доктор Томас Барлоу из Англии тщательно изучал случаи рахита у детей и в 1883 году напечатал отчет, в котором сделал предположение, что цинга и рахит близко взаимосвязаны. Детская цинга также известна под названием болезнь Барлоу. Обе болезни имеют отношение к серьезным проблемам с зубами и деснами. Кажется вполне возможным и логичным, что цельные крупы вызывают цингу при недостатке витамина С и рахит при недостатке витамина D. Цинга все еще встречается в наше время, и причина ее появления все та же. Например, одна прежде здоровая женщина чуть не умерла в результате строго следования макробиотической диете в течение года. Ее рацион состоял главным образом из цельного бурого риса и других свежемолотых цельных круп. Современному убеждению, что цельнозерновые крупы полезны для нашего здоровья, можно противопоставить обратные доказательства. Проблемы использования цельнозерновых культур связаны главным образом с токсичными свойствами отрубей и зародышей зерна, обнаруженными доктором Меланби. Далее, токсичность круп резко увеличивается при недостатке витаминов С и D, которые выполняют защитные функции в отношении зерновых культур. И наоборот, чрезмерно обработанные зерновые, в особенности белая пшеничная мука, несут свои негативные последствия для человеческого здоровья. Разрешение вопроса о вреде или пользе зерновых культур лежит в поиске золотой середины при их употреблении. Они не должны быть чрезмерно обработаны и в то же время не должны использоваться в виде цельного зерна. Полезность круп и злаков для здоровья ваших зубов зависит от количества содержащихся в них фитиновой кислоты и других токсинов, а также от того, сколько кальция присутствует в вашем рационе. Коренные жители Швейцарии, которые отличались практически абсолютной устойчивостью к разрушению зубов, понимали этот принцип и употребляли ржаной хлеб с сыром и молоком за один прием пищи. Подобное сочетание хлеба с молочными продуктами, богатыми кальцием и витамином С, защищало их от остаточных зерновых токсинов, не уничтоженных помолом, просеиванием, ферментацией, выпечкой и вызреванием. Секрет здоровья жителей долины Лёченталь состоит в особенном приготовлении зерна, после которого в нем оставалось мало токсинов, а также в сочетании зерновых продуктов с молочными, в которых было много кальция, фосфора и жирорастворимых витаминов. Употребление мучных и молочных продуктов одновременно
практикуется не только в высокогорных альпийских деревнях. В Африке существует традиционное блюдо из пшеницы под названием кишк, и его приготовление является очень трудоемким процессом. Чтобы сделать пшеницу безопасной для употребления, сначала пшеницу варят, высушивают, а затем перемалывают. Зерно полностью очищается от оболочки, подобно тому, как это делают с рожью жители долины Лёченталь. В другой емкости квасится молоко. После этого молоко и пшеница бродят в течение 24-48 часов и в конце концов высушиваются для хранения. Гэллы, проживающие на внешних Гибридских островах, регулярно употребляли большое количество овса, однако они не страдали от цинги, рахита или кариеса. Напротив, среди жителей более современных районов Шотландии, где тоже ели овсяные продукты, рахит был очень распространен. Разница между этими двумя группами людей, употреблявшими овес, состоит в наличии или недостатке жирорастворимых питательных веществ в их рационе и в методах приготовления блюд с овсом. После уборки урожая овес хранили на улице, и он частично прорастал в течение нескольких дней или недель под дождем и солнцем. Шелуху собирали и подвергали брожению в течение недели или дольше. Эту перебродившую жидкость можно было использовать в качестве обогащенной ферментами закваски для брожения овса. Зерна ферментировались от 12-24 часов до 1 недели. Не вполне ясно, употребляли ли овес целиком или после предварительного очищения от отрубей. Также нет детальной информации о том, как готовили сами блюда из овса. В современных овсяных хлопьях отруби уже удалены. Пища жителей внешних Гибридских островов была очень богата жирорастворимыми витаминами А и Д, которые получали из голов трески, начиненных печенью трески. Подобные блюда защищали людей от воздействия фитиновой кислоты. В их рационе также содержалось много минеральных веществ, источником которых служили моллюски, и это способствовало восстановлению запаса минералов, возможно потерянных или неусвоенных, если во овсе все еще оставалась фитиновая кислота. Сочетание методов обработки земли, тщательного приготовления овса и питания с большим количеством минералов и жирорастворимых витаминов говорило о том, что овес служил полезным основным продуктом для обособленных гельских народов. Фрагменты книги «Естественное лечение кариеса». Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.